Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Меня зовут Света, и я рада всех приветствовать. В этом видеоуроке я хотела бы рассказать, как связать вот такой узор соты с помощью крючка. Узор получается достаточно плотный. Вот такой он с одной стороны, и вот такой он получается с другой стороны. Он отлично держит форму, получается достаточно плотным, идеально подойдет для сумок, рюкзаков, подушек, ковриков. Мне кажется, очень интересный и красивый узор. Вязать его можно из любого материала, будь то шнур или трикотажная пряжа. В описании к данному видео я оставлю ссылку на промокод, по которому можно приобрести материалы со скидкой. Выбирайте материал, который подходит именно вам. Желаю всем красивых петелек. Давайте приступать. Я сегодня буду вязать из полиэфирного шнура 3 мм и крючком номер 4. Начинать вязание будем с вами с цепочки из воздушных петель. Нам необходимо набрать нечетное количество. Итак, как мы это делаем? Мы берем наш кончик, делаем вот такую петельку, кончик сверху, а рабочая нить снизу. И теперь мы крючком ныряем в эту петельку снизу, перехватываемся, и вот такая петелька у нас сейчас на крючке. И теперь мы хватаем рабочую нить и протаскиваем ее через эту петельку на крючке. Так получилась наша первая воздушная петелька. Рекомендую сначала связать вам образец, для того, чтобы знать, сколько всего петель вам необходимо будет набрать для полотна нужного вам размера. Я для образца наберу 13 воздушных петель. Итак, делаю опять накид на крючок, хватаю рабочую нить и протаскиваю через петлю на крючке. Так у меня получилось уже 2 воздушные петельки. Таким же способом 3, 4, 'Итак, я набрала цепочку из 13 воздушных петель. Теперь я делаю еще одну петельку подъема. И начинать наше вязание мы будем во вторую петлю от крючка. Вот первая, вот вторая. Первый ряд мы будем провязывать обычными столбиками без накида. Ныряем с вами, получается, во вторую петлю от крючка, прямо за дужку косички. Ныряем, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем. Это наш первый столбик. Далее ныряем в следующую также за дальнюю дужку косички. То есть вот наши передние дужки, вот задние. Ныряем за заднюю дужку, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем. Это второй наш столбик. И так мы вяжем с вами до конца ряда, провязывая обычные столбики без накида. Итак, я подошла к последней петельке, ныряю в нее и провязываю столбик. Так получился наш первый ряд. Теперь мы делаем петельку подъема. Мы также накидываем нить на крючок, протаскиваем через петлю на крючке, как бы делаем воздушную петельку, и разворачиваем наше вязание. Второй ряд мы будем также вязать обычными столбиками без накида. И начинать вязание будем со второй петли от крючка. Вот первая петелька, вот вторая. Мы прям под нее, под обе дужки косички ныряем крючком, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем столбик. И так далее. Опять ныряем в следующую петельку под обе дужки косички, вытягиваем, хватаем ниточку и провязываем столбик. И так мы идем с вами до конца ряда, провязывая каждый столбик. Я подошла к последней петельке. Я также ныряю за обе дужки и провязываю последний свой 13 столбик. Так у нас получился с вами второй ряд. Делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. И сейчас мы переходим с вами к вязанию третьего ряда. Именно сейчас у нас начнет формироваться наш узор, так как эти первые 2 ряда были нам для того, чтобы мы теперь смогли с помощью них сформировать наши соты. Итак, получается, что сейчас мы будем с вами вязать обычные столбики без накида. Только один столбик будет обычный, коротенький, а другой столбик будет более длинный, так как нырять мы будем с вами через ряд.
Итак, значит, сейчас первым мы провязываем обычный столбик без накида, ныряем 1, 2 во вторую петлю от крючка, провязываем обычный столбик. Далее у нас будет длинный столбик. Получается, этот мы провязали с вами над вот этим первым столбиком, который у нас был в самом низу. Теперь мы переходим ко второму столбику и будем сейчас нырять крючком прямо в основании сюда, в воздушную петельку, где у нас был провязан вот этот второй столбик. Итак, ныряем прям крючком туда, хватаем рабочую нить, вытягиваем до уровня данной петельки и провязываем столбик. Получается вот такой столбик, только с длинными ножками. Далее прям по ходу движения провязываем следующую петельку, обычный также столбик. Далее у нас опять длинный, то есть мы одну пропускаем и в следующую ныряем прям в основание туда, вытягиваем также ножки и провязываем столбик. Далее опять у нас коротенький столбик, ныряем в следующую петельку за обе дужки косички, ныряем, вытягиваем и провязываем коротенький столбик. Далее у нас опять длинный, через одну мы ныряем с вами в основание, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять коротенький, и далее опять длинный, ныряем, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять коротенький и далее опять длинный. Опять ныряем туда в основание, хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять коротенький и далее опять длинный. Вытягиваем и провязываем. И последний столбик в этом, получается, ряду у нас будет коротенький. Провязываем за последнюю петельку, за обе дужки, последний столбик. Итак, вот получился наш третий ряд. Далее мы делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. Теперь мы переходим к вязанию четвертого ряда. В данном ряду мы сейчас будем с вами вязать обычные также столбики, но будем чередовать опять обычный и будем цепляться за вот эти длинные ножки для формирования наших сот. Итак, первый получается столбик в этом ряду нам необходимо будет сейчас провязать, схватив вот эту одну ножку длинную, прям вот эту самую первую. Мы будем сейчас ее хватать крючком, нам необходимо ее подцепить, но не с этой стороны, не справа, а слева. Поддеваем данную петельку на крючок, вот так как бы надели ее, и теперь провязываем столбик. То есть мы, получается, с вами вытянули и хватаем заново рабочую нить, провязываем 2 петельки на крючке. Далее, получается, мы с вами ныряем под следующую петлю, под обе дужки и провязываем коротенький столбик. Далее мы с вами опять берем длинную ножку этой галочки и длинную ножку следующей галочки. Залезаем под ними крючком, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик. Далее опять получается, что над каждой вот такой галочкой у нас с вами идет петелька, которую нам необходимо провязать, то есть столбик. То есть вот наша получается галочка, и мы прям, получается, между этими ножками просто провязываем обычный столбик. Далее опять цепляем 2 ножки разных галочек этих, хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик. Далее опять провязываем просто
столбик. И далее опять цепляемся за длинные ножки, провязываем столбик. Далее опять обычный столбик и опять цепляемся за 2 длинные ножки, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять обычный и опять 2 длинные, провязали. Далее опять у нас остается столбик обычный. И последний столбик мы с вами хватаем вот эту длинную крайнюю ножку и ныряем крючком далее под последнюю петельку. Вытягиваем и провязываем столбик. Вот так получилось у нас с вами сейчас 4-й ряд. Теперь мы делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. На изнаночной стороне мы, получается, с вами будем сейчас вязать опять коротенькие и длинные галочки, а с лицевой стороны мы всегда будем формировать наши соты. Итак, получается, сейчас у нас будет с вами уже 5-й ряд, и в этом ряду мы будем с вами начинать с длинного столбика. Будем как бы чередовать длинный, над ним будет дальше короткий. Здесь опять длинный, здесь короткий, длинный, короткий, как бы в шахматном порядке. То есть сейчас мы этот ряд будем начинать именно с длинного, потому что у нас здесь есть с вами пространство, куда его можно провязать. Итак, опять мы, получается, пропускаем с вами один ряд и ныряем на ряд ниже. Прям вот сюда, в отверстие. Хватаем рабочую нить, вытягиваем длинные ножки и провязываем столбик. Далее, получается, мы как бы вязали с вами эту первую петельку. Дальше ныряем во вторую сразу петлю за обе дужки, косички. Провязываем обычный коротенький столбик. Далее опять у нас длинный столбик. Мы с вами ныряем, получается, вот сюда прям крючком. То есть вот наши идут длинные столбики, и между ними прям есть место, куда нужно нырнуть крючком. При этом мы проверяем с лицевой стороны, что крючок у нас должен выйти между вот этими V-образными галочками. Итак, далее, получается, мы хватаем рабочую нить и провязываем длинный столбик. Дальше у нас идет прям по ходу движения короткий столбик. И снова длинный. Ныряем крючком сюда в отверстие и проверяем, что с лицевой стороны у нас крючок вышел там, где нужно. Вытягиваем и провязываем столбик. Старайтесь контролировать длинные галочки, чтобы они не перекручивались. Далее опять у нас идет коротенький столбик и снова длинный. Ныряем, проверяем, что крючок вышел там, где надо. Хватаем рабочую нить и вытягиваем длинный столбик, провязываем. Далее опять у нас коротенький. И далее снова длинный. Ныряем, проверяем, что крючок вышел там, где надо. Вытягиваем и провязываем длинный столбик. Далее опять короткий. И снова длинный. Ныряем крючком и провязываем. Далее получается у нас опять коротенький. И заканчиваем мы этот ряд длинным столбиком. Ныряем сюда прям в самый край полотна. Также на этом же уровне, где были все остальные наши ножки. И провязываем столбик. Далее делаем петельку подъема и разворачиваем наше полотно. Далее мы переходим к 6-му ряду. И здесь, получается, в этом ряду мы будем опять с вами вязать, формировать наши соты. А начинать мы будем с обычного столбика. Ныряем раз-два во вторую петлю от крючка. Провязываем столбик. И далее опять начинаем формировать наши соты. Опять хватаем длинные ножки разных галочек и провязываем столбик. Далее опять обычный столбик и
далее опять хватаем ножку этого столбика, ножку этого столбика, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Далее провязываем опять обычный столбик. И опять формируем наши соты. Ныряем за обе ножки разных столбиков и провязываем обычный столбик. Далее опять между провязываем коротенький и обычный. И далее опять за длинные ножки цепляемся, вытягиваем и хватаем рабочую нить, провязываем столбик. Далее опять обычный столбик и заново длинные. Провязываем столбик. Далее опять коротенький и заново длинные. Провязываем столбик. И заканчивается наш этот ряд обычным столбиком. Провязываем, делаем петельку подъема и можем развернуть полотно для вязания дальше. Итак, получается, мы сейчас с вами связали уже 6 рядов. Первые 2 ряда мы провязали обычные столбики для того, чтобы мы смогли с вами в следующих рядах формировать соты. Итак, получается, что наши ряды 3, 4, 5, 6 ряд мы будем теперь повторять при вязании дальше всего нашего полотна. Это наша лицевая сторона, на ней мы формируем соты. У нас ряд номер 4 и 6 повторяется, а на изнаночной стороне, здесь у нас идут с вами длинные и коротенькие столбики. Получается, третий ряд, который будет следующим, мы провязываем сначала с коротенького, дальше длинный, коротенький, длинный, коротенький, длинный, коротенький, длинный и заканчиваем, получается, коротеньким столбиком. Потом переходим к вязанию на лице. В 4 ряду мы с вами будем провязывать, цепляя наши длинные ножки, и будем формировать соты. Получается, дальше 5-й ряд у нас будет начинаться уже с длинного столбика, далее короткий, длинный, короткий, то есть как бы в шахматном порядке. Можно понять легко по изнанке. Получается, если у нас вот этот здесь длинный столбик, то есть этот ряд, который у нас изнаночный, будет начинаться с короткого. Дальше длинный, короткий. И также наоборот, если у нас здесь бы сейчас в следующем ряду здесь будет свободное место, значит мы здесь начинаем с длинного, а дальше короткий, длинный, короткий. И здесь уже вы поняли, что формируем соты за счет того, что цепляемся за длинные эти ножки разных галочек. Продолжайте вязание, также повторяя 3, 4, 5 и 6 ряд. Вот такой узор у меня получился. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. А также делитесь своими результатами в других соцсетях, мне будет очень приятно. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все и пока-пока!